Друзья, всем огромный привет! Сегодня я хочу рассказать о средстве, которое я использую для других своих комнатных растений, декоративно-лиственных. Нравится результат, внешний вид растений улучшается после этого препарата. И буквально несколько месяцев назад я начала применять его для фиалок, а именно проливать им деток фиалки. А речь сегодня пойдет о янтарной кислоте. Копеечное средство, недорогое. Можно приобрести ее в виде порошка, а можно купить в таблетированном виде. У меня вот в таком варианте. Пролив этим препаратом активизируется рост растений, стимулируется наращивание корневой системы. Рабочий раствор вносят поливом под корень или опрыскиванием. Для фиалок мы будем только поливать. Остальные свои комнатные растения я еще и опрыскиваю. Повторюсь, применяла я ее на детках фиалки. Результат меня порадовал. Своего рода такой регулятор роста. Очень хорошо детки отзываются на такой полив. И сейчас вместе с вами проведем эксперимент и будем вместе наблюдать, как детки развиваются. Я беру обычно одну таблетку на 1 литр воды. Но сейчас у меня немного деток надо пролить, поэтому я возьму пол таблетки на пол-литра воды. Таблетку предварительно я уже измельчила вот так для лучшего растворения. Лучше брать теплую воду, чтобы все кристаллы быстрее растворились. К тому же поливать фиалки холодной водой нежелательно, чтобы избежать негативных последствий, чтобы фиалочки не пострадали. Поэтому желательно поливать теплой водой. Смотрите, вот видно белые такие вот кристаллики. Вот поближе показываю. Плавают. Не до конца растворились, поэтому лучше подождать минут 10-15 для лучшего растворения. Но сейчас уже нет времени ждать, и к тому же сразу вам наглядно покажу, что я поливаю именно этим раствором. А так обычно я жду минут 10, чтобы лучше растворилось все. Если останутся какие-то мелкие частички спустя время, ничего страшного. И давайте сразу, просто сейчас наглядно при вас будем поливать. Поливаем аккуратно по краю стаканчика. Сильно много воды не даем, чтобы сильно не залить деток. Такая вот у меня поливалка с таким вот носиком. Очень удобно ей поливать. Узкий носик под любую облиственную розетку подлезет, не повредив листву. Также удобно ей листики поливать на укоренение деток. Детки у меня слегка влажные были перед поливом. Желательно, чтобы сухие они не были. Поэтому за день, за два можете немножко их полить, чтобы они были слегка влажные перед основным проливом.
Полили мы. И теперь ставим деток в теплое место, но избегаем прямых солнечных лучей. Солнечные лучи прямые не должны на них попадать. Детки не должны жариться под солнцем. Ставим на рассеянный свет их, чтобы им было комфортнее и легче развиваться, чтобы листва не страдала и не было никаких ожогов. На жаре они стоять не должны. Поливаю я так несколько раз и позже уже покажу результат спустя это время. Друзья, прошло 10 дней после того, как мы первый раз пролили деток янтарной кислотой. Можем заметить уже начальный результат. Немного детки подросли. Можем наблюдать, новые листики появляются. Развивается серединка у деток. Смотрите, какая корневая активно нарастает. Такие вот белые, здоровые корни. Растут на глазах. Кстати, вот здесь вот пасынок появляется. Нужно его вовремя удалить будет. Если мы не планируем укоренять пасынки, то чтобы они не тянули лишнюю силу с розеточки, нужно их вовремя удалять. И сегодня еще раз мы прольем деток. Напомню, теплая вода и янтарная кислота, пол-таблетки. Беру опять же пол-литра воды. Напоминаю, это второй пролив деток спустя 10 дней. Больше я их поливать не буду. Вот несколько поливов будет достаточно. Хорошо разбалтываем. Детки уже тронулись в рост. Корневая оплетает земляной ком. И за счет этого активно уже будет нарастать зеленая масса. Пролили мы деток и увидимся с вами еще через 10 дней. Посмотрим уже на окончательный результат, как работает это средство. Ребят, прошло еще 10 дней. Вот так за это время подросли детки. Я их поставила в той же последовательности. Можете сравнить изначально, какие были, и что имеем на данный момент. Спустя, получается, 20 дней. Меньше месяца прошло, я считаю, хороший результат. На нескольких розеточках я даже заметила цветоносы. Сейчас покажу поближе. Вот такие вот цветоносики. Готовится фиалочка к цветению. Ну, посмотрим, буду я их оставлять или нет. Но сам факт, что фиалочкам все нравится, и они замечательно развиваются. Напомню, что кроме любых подкормок важно соблюдать также все условия агротехники. То есть
одними подкормками, как говорится, сыт не будешь, да? То есть это должен быть и подходящий легкий рыхлый субстрат. У меня это верховой торф Классман. Должно быть также хорошее обильное освещение. И только в комплексе вместе с удобрениями будут отличные результаты. Больше я их проливать янтарка не буду. Дан старт. Корневая активно оплетает земляной ком. Соответственно, наращивается зеленая масса. Даже пасынки есть. Я их уже показывала ранее. Но я решила их не удалять. А вот с этих сортов, с этих розеточек, я буду их снимать и укоренять. Сорт очень красивый. Белая рапсодия. Огромные белоснежные цветы. Решила я укоренить эти пасынки. И здесь вот на этой розеточке тоже такой вот пасынок. Розетка может кажется такой вот неказистой, но это из-за того, что этот пасынок как бы клонит розетку в одну сторону, и она получается однобокой. Но как только мы уберем этот пасынок, будем пересаживать эту розеточку, уберем все ювенильные листики, она будет уже красивой и симметричной формироваться. Вот такой вот, друзья, результат. Я считаю, неплохой результат за столь короткое время. Если остались вопросы или, может, какую-то конкретную тему вы хотите, чтобы мы разобрали, жду вас в комментариях. И до новых встреч. Всем пока!